Так, всем привет. Вроде звук настроил, посмотрим, как оно пройдет. Все будет. Сейчас проверку сделать небольшую. Вроде нормально. Продолжим на то место, на котором мы закончили в прошлый раз. Какой же громкий двигатель здесь на Нормандии. Вот. А в инженерном отсеке мы закончили в прошлый раз стрим. К сожалению, в прошлый раз не проверил звук, и меня не было слышно от слова совсем. Ну ладно, получился такой стримчик. Такая серия без комментариев. Нашли мы Ля Рутисоне. Спасли. Теперь у нас на сегодня в планах все сайды, планеты и так далее, все, что найдем. После этого полет на цитадель. После этого уже сюжетки, потом снова сайды, потом снова сюжетки, ну и так далее. В общем, приступим. Так, что у нас есть из заданий? Траверс. Найти следы битвы. Понятно. Крутанские диски с данным, турианские эмблемы, записи Зарец или заложник. Гамма Аида, Фаринат. Ладно. Сейчас просто в свободном поиске, как говорится. Message coming in. Patching it through. Commander Shepard, my name is Nasana Vantius. I have a job for you. I can't say any more in an unsecured communication. If you're interested in hearing my offer, meet me on the Citadel so we can talk in person. I'll be waiting in the Diplomat's Lounge on the Presidium. Ладно, поболтаем. Раз она в Афинах нас встретила, значит... Туда лучше не высаживаться, чтобы сюжетку как-то не запороть. Значит, высадимся в Македонии. Если мы, конечно, здесь еще не были. Мало. Снайпер ушел. Второй снайпер ушел. Третий снайпер ушел. Так, вроде все, снайперов нет, а с остальными разделаемся в рукопашку. Shields!
Я уж и забыл, что здесь. Опасная среда. То есть упор он только с приближением стреляет. Ага. Ладно. Не буду укрепениваться, потому что это все время занимает. Так, все, да, готов. Последний. Ну, починись, ладно. Значит, это какие-то каперы. I will destroy you. Как будто бы здесь это... Джек. Первый готов. Так, Лиара, а ты у меня что, не прокачана, что ли, совсем? Прокачивайся. Талюшка, прокачайся. Чуть-чуть брони. Меткая стрельба. Ага. Хорошо. Так, снайпер готов. Все готово? А, нет, не все. Еще есть товарищи. Товарищи, еще есть. Выходи. Вышли так вышли. Кто ты делся? А чё, мы наскарим, значит, да? Пока-пока. Да, наскарился. Так, парень готов. Все, по-моему, да? Да, отлично. Талли. О, у тебя появился ураган. Дробовик. Олиар и страйкер.
О, биоусилитель появился. Хороший хоть нет? Да. Продление эффекта, увеличение мощности, бонус перезарядки. Продление эффекта. Надо? Да, Ляре надо. Ляре надо сингулярность долго держать. База каперов. Интересно, какое-то задание с этим связано? Надеюсь, не броня Рекса. Хотя, какая разница? Даже если это так, сильно все равно. Где-то аптечка какая-то была, по-моему, высвечивалась. Или же мне показалось. Что-то информацию, следующая о том, что Азария, являющийся лидером Терра Драгонса, приходит с сестрой на Сане Дантиус. Ага. То есть мы, не встретившись с самой Носаной, выполнили ее же квест. Ладно, бог с ним. Не сильно-то изуродили его. Так, отключение. Штурмовые винтовки насовали. Хороших. А пистолетов хороших нету. Все в Мигель. Ладно, Насана, порадую тебя или огорчу. Узнаем. Придем, она такая, вот, там мою сестру похитили, а мы скажем, да нифига подобного, не похитили, мы ее убили. Все, на Нормандию. Делать здесь больше нечего. Зачем мне обаяние надо? Так, ладно, обучение спектров. Да. До конца довести. Улетел из одной системы, чтобы не попасть на квест на Саны. И попал. То есть в Афинах, значит, не было ее квеста. Есть ли там вообще планета для высадки? Саламин, это не то. Тоже не то. И это не то. Не то пальто. А здесь, по-моему, некуда высаживаться. А, вон еще есть Форос. Не, да, здесь, по-моему, нет вообще ничего такого. Если, возможно, корабль космический будет. Так, а в Спарте мы уже высаживались. Значит, Тауэр Артемида у нас полностью исследовано. Полетели дальше. Гамма и Ида. Там были квесты. Вот в Дит отправимся сначала.
Значит, задание от Адмирала Хаккета никакого не поступало. Тарианская эмблема найдена. В поясе астероидов ничего нету полезного. Ага, есть Кленсель, куда приземлиться. Неар, планета земного типа, разведок, легкий металл. А раньше что было? Обычный водородный гелиевый гигант. Короче, попытались устроить клондайк, и не вышло. Никто не обогатился. Покрытая льдом планета земного типа. Тонкий атмосферный слой, который содержит углекислый газ и криптон. Под воздействием света дит аммиак, нагревает тарит, образует на экваторе ледовитые моря. Грибы или шайники оттуда. Вот она, типа светится, это все микроорганизм светится на ее поверхности таким образом. Забавно. Даже такую мелочь здесь отрисовали. Яртар, планета земного типа со следами атмосферы скриптона ксенона. Поверхность, температура которой довольно высока, состоит в основе из обладающих силикатов. Яртар известен найденным на нем останками Левиафана Дита, созданными методом гидной инженерии живого космического корабля. Разведгруппа батарианцев обнаружила Левиафана на дне кратера, предполагаемый возраст находки около миллиарда лет. После визита в систему батарианских дредноутов около 20 лет назад корабль исчез. С того момента батарианцы упорно отрицают сам факт существования Левиафана. Их заявления стали еще более громкими после показа, сделанной славянской следовательной записи, на которых видны останки. Ясно, и я так подозреваю, это останки жнеца. Левиафан. Либо Левиафанов, но об этом позже. Пойдем с Гарусом. Приземлимся. Гарус. А вот тебе можно и автоматик засунуть. Так, и снайперкой ты хорошо владеешь, но у тебя лучше. Так, и что тут у нас есть? Есть у нас база синдиката. Так понимаю. А, здесь задание этой-то женщины. Блейк. Здесь же есть месторождение. Платина. Задостроилась она. Так, все готовы. Пойдем развалим этот синдикат.
гоу. Там еще есть, да? Так, хватит меня тут. Авторитет, значит. Авторитетный авторитет, авторитет свой. Криминальный авторитет. Идите вы вперед, разваливайте. Все, кокнули главаря. Все, больше никого нет? Отлично. Что-то есть тут подобрать? Вот это, подозреваю, аптечка. Интересно, туда забраться можно? Нет, можно. Лишнее будет. Так, первого главаря кокнули. Здесь он, скорее всего, склад наркоты. То есть она сказала, что тут работорговцы и наркоити. Гранату дали, хорошо. Так, тут тупик. Сколько тут шкафчиков, значит? Так, господи. Панициллин пополнили. Шматья раздобыли. Всякого разного. Посмотрим, есть что-то полезное. Пистолетов хороших нет. Брони тоже нет. Винтовок нет. Снайперок. Пожинатель. Ну ладно. Бери пожинателя. Дробовиков
Лучше... А, вау. Ей есть лезвие хорошее. Все. Отлично, у меня появился взлом ИИ. Полезное умение против гетов, тронов и прочего. Вот как в начале игры дали броню, и лучше до сих пор нет. Уровень растет. Миссии выполняем, подбираем все что угодно. Но вот легкой брони лучше, чем это, до сих пор еще не встречалось. Как так? Аномалия, упавшая спасательная капсула. Обломки. Давайте аномалии и капсулу изучим. Что там за аномалия? Я чувствую тут червяк. Потому что есть много плоских мест, скажем так, на этой планете. Хотя не факт. Здесь не может быть червяка. Он не в скалах, он на равнинах обычно. Ничего интересного нету в капсуле в этой. Вот аномалия. Соларянец модифицированный. Обследовать. Медальон. Медальон Лиги Уединения. Интересно, нам хоть в кодекс что-нибудь запишет, когда мы соберем все медальоны. Или так. Ну, кстати, от высокого падения у него показались колесики чуть красивее стали. А учитывая, что червяка все-таки не предвидится, то и все равно. Хоть вся машина будет гореть. Главное, чтобы не взорвалась. Главное, чтобы абсолютно целая она не взорвалась, как тогда. Как вчера на этой. На раскопках. С одним главарем покончено. Так, Антей, что там у нас? Что у нас там? Что там у нас? Посмотрим, посмотрим. Редкоземельный элемент обнаружили.
Так, здесь зона высадки. На эту планету в последнюю очередь полетим. Разведаем записи матриарха. Плова большой. Больше из двух газовых гигант системы НТ. Микрозая плова юпитерским мозгом. Считая, что это скульптура планетарных... Суперкомпьютер планетарных размеров. Да, они еще туда корабль запустили с 12 членами экипажа, которых просто давлением раздавило. Месторождение газа. Планета земного типа, тонкий слой, который содержит капитан оксидов. Понятно. Повторяется. Ладно, высаживаемся. С Гарусом ходили. Ну, пойдем с Рексом, да. Рекс, что тебе дать? Мститель. А дробовик у тебя и так хороший. Дать ему еще крупнокалиберный ствол, чтобы он разрывал. Так, что у нас тут есть? Аномалия. Так, червяк, что ли? Судя по всему, похоже на то. Хотя нет. Тишина. Ладно, посмотрим, когда доберемся. Ох уж эти молотильщики. Навевают воспоминания о Дюне и ее земляных червях. Тарианская эмблема, следов выживших не обнаружена. Ясно. Исследовательская база. Посмотрю, что там. Ага, ясно, я понял. То есть здесь все-таки есть червяк. Какой-то толстый молотильщик-то.
Видимо, с уровнем поднимается и крутизна. Первый молотильщик как-то быстро смолотили. А это уже долго молотим. Все, готов. Смолотили молотильщика. Погнали дальше. Мы едем, едем, едем. Мы едем вот так вот на этих планетах. Едешь, 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 едешь. Ладно, тут еще хоть этот более или менее удобный ландшафт. Да, Рекс, заброшено. У нас есть неисправная ядерная граната. Кстати, на гранату посмотреть, может быть, есть хорошие гранаты. Вот криозавчатка, ядерная граната. Криозавчатку поставлю. А, нет, ядерную гранату поставлю. Кстати, еще гранаты не разобрал. Тишина. Такая тишина. Вообще тишина. Ни музыки, ничего. Ни ветра. According to these data logs, the survey team unearthed some kind of alien technology. Could be answers at the excavation site. Давай посмотрим. Доберемся до раскопок, узнаем, что это за alien technology. Хочу броню. То придется до конца бегать в этой бело-сером камуфляже. Так, и что тут у нас? Ага. Хаски. Бегите, бегите сюда. Some alien technology that turned them into mindless fanatics. Whatever they found, it's long gone now. Ready whenever you are. В внесюжетных миссиях у них нету каких-то реплик. Так. Нашли, значит, технологию чужих. И все превратились в хасков. Вот она, технология, я так понимаю. Кусок жнеца.
Существа раньше были разведгруппой экзогений. Их превратили в фэско при помощи таких же устройств, которые геты трансформировали людей на Эйден Прайм. Неизвестно, как эти устройства оказались на этой пограничной планете так далеко от территории гетов. Ясно. Как? Жнецы закинули. Властелин, возможно. Или кто-нибудь устраивал какой-нибудь эксперимент. Например, потом мы о них узнаем, об этой группе особо ретивых. Все какая-то хрень. Потом за кадром я это буду все разбирать, убирать. Продавать ничего не буду, бессмысленно, беспощадно. Тут больше денег зарабатываешь же сами миссии. Вон 45 тысяч уже. Да, доберусь до Нормандии, там снаряжу команду наилучшими образцами на данный момент. Все остальное разберу новую неделю. Экзогений, значит. Такой планета. На улице никого нету. Тоже правильно. Уровень опасности 2. Попробуй потуси, как говорится. Так, может сохраниться? Можно, слава богу. Сохраниться может. Так, у меня между тем уровень. Между тем первую помощь. Бросок. Так, тут никого, значит, не буду дальше. Тут никого, значит, вот они где. Давай, выходи по одному. А, я без гранат, да? Так, от Крогана избавились. Еще один Кроган отлетел. Это хорошо.
выцепил. Так, все. Отходим. Еще два откисли. Так, этот отвалился. Кто тут у нас? Криминальный авторитет. Авторитет криминальный. Так, и что, еще кто-то есть? А, нет, это... Да, я понял тебя, Тали. Панацелинчик подберем. Без него тут никуда и никак. Пойдем дальше на базу. А где рабы? А рабы все мертвы, да? Или продали уже всех? Где тогда деньги? Бонус перезарядки полезно, заберу. Кайден, легкая броня, человек. Легкая броня, человек. Знаете эту ленту? Нет, не нравится? Мне тоже не нравится. А, носи это. Я вылетели. Все, базу обшарили. Господи, я уже заговорюсь. Базу обшарили. Хотя я толком с вами не общаюсь. Не с кем общаться. Никого не вижу. Ладно, бог с ним. Это все идет на записи, будет выкладываться на YouTube. В онлайне можете меня даже и не смотреть, бог с ним. Главное, на YouTube потом зайдите, если вдруг интересно станет. И сделайте мне просмотрик. Если напишите комментарий, пожелания, недовольство, еще что-то, только приветствуется. Дизлайки в том числе. Как там по заданию дальше идет? Криминальные разборки. Елена Блейк в конской голове. Ладно, доберемся и до тебя когда-нибудь. Сейчас пока в Мин отправимся, посмотрим, что там есть интересного и не очень. А, есть вертикал, кораблик, ясно. Медальон найден. Так, это у нас... ничего. Легкий металл. Водородно-гелиевый газогигант. Всего лишь. Модульный транспорт красок Колл разработан зеленый, оборудован как для грузовой, так и для пассажирских перевозок. Система корабля бездействия, двигатель
Выключено, дрейфует с орбиты антиопра. Дрейфуешь. Пойдем, Викариан. Будешь в такой дурацкой броне ходить у меня. Яркий, шо не могу. Looks like this vessel was abandoned. Лезвие, банши, всякая фигня валяется. И таган. Так. А зачем? А средняя броня у тебя не прокачана, да? Вот, оденешь среднюю броню, товарищ. Да. О, вот так выглядишь уже поинтересней. И шлем. Отлично. Господи, сколько барахла. Ладно. Разберемся всем потом. Так, и что тут у нас? Sounded like footsteps. Тихо, тихо. Кто тут? That was no accident. The Опс. whole place could be a trap. А, ловушка. Кто-то ходит и ловушки устраивает. Я сам их взорву. Не надо меня тут травить. А, понял. Понял, что это за корабль. Забавная такая история. Он человек мертвый. Jacob's not going to make it. His brain was deprived of oxygen for too long. There's nothing any of us can do for him now except let him die with dignity. It's what he would want. I'm more worried about Julia now. She's showing signs of severe depression. I gave her some meds that should help, but I better warn the captain. Джулия, это так, я понимаю, любовный интерес этого Джейкова или как там? Джейка. Так, легкая броня, человек-освободитель. В топку. Looks like that machine is keeping him alive. I'm not seeing any brain activity on the readouts. He's dead. This body is just an empty shell. No point leaving him there like a vegetable. It's your decision, Shepard. But maybe we should wait until we know more about what's going on before we do anything. Хорошо, узнаем, в чем дело. Не будем сразу его Jacob is отключать. showing no signs of brain activity. There's nothing more we can do for him. He wouldn't want to be kept alive by machines, so we're going to disconnect the life support. Dr. Smith is worried about Julia's reaction, though. She can't seem to let Jacob go. Stress is making her implants flare up, causing intense migraines. It'll probably be easier for everyone if we don't tell her until after we shut the life support down. Give her a chance to... Julia, what are you doing here? Why are you... Кого-то она ты сделала. И ловушек, наверное, тоже она наставила. Так
это значит, она не дала. Say Jacob's gone. I say his brain isn't functioning anymore. And they want to shut off his machines. Jacob's the only thing in the world that matters to me. I don't know how to help him. It's tearing me up inside. I just feel so helpless. So damn angry. Dr. Smith gave me some meds to calm down, but I didn't take them. I can't. Not until I figure out a way to help Jacob. I won't give up on him. I won't. Ясно. Сумасшедшая баба. Сумасшедшая от того, что ее мужик лежит на смертном одре. I will destroy you! I will destroy you! Пока-пока. I think we're good, Shepard. Что, будем отключать? You Выключить. did the right thing, Shepard. Да, нефиг ему тут ресурсы корабля тратить. Хотя тут никого и не осталось. Clear. Она еще не просто так ловушки, радиоактивные ловушки оставила. Нормально. Драма. Небольшая, маленькая драма. Маленькая, небольшая. Масло масляное. Так, здесь я был, скопление Voyager. Погнали туда. Знаем, что здесь Амазонка. Что тут в Амазонке у нас есть? Commander, incoming signal from 5th Fleet HQ on the Citadel. Commander Shepard, something uncomfortable has just come up. In the first contact war, we fired a lot of espionage probes into Turian space. We just received a mission complete burst from one of them. Where's it been in the meantime? No idea. Lost in transit. These probes were built in a hurry after first contact. And this is a problem, why? When these probes were launched, we didn't have any idea who we were fighting. We didn't want to risk aliens examining our technology. The probe has a demo nuke built in. A 20-kiloton tactical fusion warhead. About equal to the bomb dropped on Hiroshima back in the 20th. If somebody finds that probe, tampers with it, you don't need me to finish, Commander. Ну что, Because я... I saved Eden Prime doesn't make me an expert on nuclear munitions. I know. I wouldn't ask if it wasn't important. These probes have been classified for 26 years. The Council will call fusion bomb booby traps dangerous and irresponsible. The Alliance would face censure if they find this probe. I'm asking you because the Normandy can get on site quickly and quietly. It's in the Voyager cluster. It's in the Voyager cluster. I don't know. It's also possible it got very badly lost. It could have been one. By the time we finish our current All right, I'll objective, see if I can find someone else to handle that fleet out. Ладно, спустимся, поищем. Итальянская эмблема. Редкоземельный элемент. Приземляемся. Так, то Эшли и Тали. Подтвердить состав.
красиво такая. Ладно, погнали, куда там? Маяк Альянса, аномалия, обломки. Ну, погнали к маяку. Такая ровная площадка. Redeploying. Mine shaft. That's the source of the signal. A trap. It has to be. Yeah, this thing didn't crash. Somebody moved it here. The grasp of the obvious is inspiring. There's still a nuke down there. Check your corners and watch your back. All right, Shepard. Так, спускаемся, вроде противников нет. У нас сигнатуры не выявлены. Тишина. Куча будильных машин. Так, у меня музыка вообще включена, не? Вроде включена. Давай прибавим. А что-то заиграло. Может быть, она просто очень тихая была? Наконец-то у Эшли прокачались снайперские винтовки. Точнее, открылись. Господи. Так, здесь закрыто. Значит, нам туда. А вот, наверное, и зонд. Что за хрень? А, в смысле? Have we met? My name is Ilanos Caliat. I doubt. Who do you think runs the Terminus clan, Shepard, huh? Thousands of pirates, slavers, criminals of every stripe. You assume I Это get пофиг. it. That's cute. The strongest leaders. The one who kills the most men, seizes the most ships, pillages the most colonies. 3 years ago, I was the strongest. I used my influence to assemble a fleet. We would drive your kind out of the verge. Идиот. You organized the attack on Elysium. Too bad we kicked your ass back into Terminus, huh? I was the motivator, the instigator, the one who promised glory and riches for sacking the largest human colony in the cluster. The one blamed when it failed. Failed! I was ruined when your kind held against the Blitz. What better way to recover my reputation than by eliminating the first human Spectre? My crew will come for me. Oh, let them.
We'll be ready. An Alliance warship would make a fine prize. Oh, and if you haven't noticed, the ores here are laced with heavy metals. I'm afraid your suit radios aren't логично, powerful да. enough to transmit out. You'll see me again, Elliot. Count on it. I rather doubt that. Goodbye, Shepard. What do we do now, Shepard? We find a way out. Someone up there needs my boot up his ass. See if there's anything in here we can use. Бомбу обезвредили. Слава богу. Теперь надо выбраться на поверхность. Так, тут что-то было... Ага, сорван проход, по которому мы зашли. Открыт проход. А зачем он этот проход, спрашивается, открыл? Если вдруг я обезврежу бомбу, чтобы я вышел сюда именно, то есть это тоже часть ловушки. А вот они, а вот и Мако. Ну-ка. Что я не хочу с ними сражаться. Вот это вот честный бой. Была бы снайперка, я бы их сверху пощелкал всех. А так мне проще будет их из Мако расстрелять. Если дадут до него добраться. Что ты там вякнула? На, полетела. Кто там еще есть? Эх, жаль. Я думал, Хали это лично пристрелить. Что такое? Нормально. Так, отлично. С ней мы разобрались. А тут же рядышком получается и аномалия, и обломки. Сначала на аномалию скатаюсь. Ага, она наверху. Что тут? Труп мародера. Обследовать. И сейчас из него этот лицехват выпрыгивает и в рожу вцепляется. Короче, какого-то мародера пустили в расход. Не понравился он, видимо. Может быть, деньги пытался прикормить, трофеи. Или переспал с женой этого Элиса. Ну как же, с тёлкой. С девушкой его, точнее. Тьфу-тьфу-тьфу, простите. Всякое бывает в этой жизни. Точнее, в этих играх, в этих фильмах, в этих вселенных. А сколько пороха и уровень. Да, я понял.
Обаяние мне не нужно. Я лучше вам бросок прокачаю. Туманность Армстронга, предел Кеплера, Ро Аркуса, конская голова, доверие, цитадель это Хокинга, туманность Армстронга. Normandy, Admiral Hackkett here. We're getting reports of a marked increase in Geth activity in the Skillian. Задание с гетскими базами, я понял. Drones have identified Geth outposts on 4 different planets in the Armstrong cluster. We need someone to take them out. Кажется, есть. Hard to say. They may be just gathering intel on us. Or maybe they're setting up staging grounds for hit-and-run attacks on human colonies. It could be the first wave of an invasion. Let's hope not. We need someone to investigate this, Shepard. Finding Saren is still your top priority, but you've got experience fighting a Geth. You have a logical choice to take out these outposts. We're transmitting all the locations of known Geth outposts in the Armstrong cluster to the Normandy now. Admiral Hackkett out. Окей. Так уж и быть. Антируго, небольшая покрытая льдом скалистая планета, атмосфера которой крайне разрежена и состоит из метана и этана. На поверхности имеет всю концентрацию углерода, встречает залежи кальция. На протяжении многих лет используется пиратами в системе термина в качестве стоянки. На поверхности часто встречаются обломки и кремниевые жилища, разрушенные фрегатами Альянса. Очень пиратская вотчина. Легких металлов. Сюда надо будет измениться. Записи матриарха. Когда регистр зарядки снова осуществлять перевод. Так, неподалеку от Варта следователи были найдены руины технически развитой цивилизации. По всей видимости, это была колония древней космической расы. Сейчас все, что осталось от поселения, это продуваемые ветрами каркасы экологических комплексов и других крупных сооружений. В центре развалин была обнаружена отдельная колонна, надписи на которой не удалось расшифровать долгое время. Когда лингвистам в зале наконец удалось осуществить перевод, оказалось, что аккуратно высеченная надпись всего лишь гласит: «Пройди среди творений этих наше величие, познай». Группа надписей из обрата стены вызвала чудовище из ID. Если кто-то знает, к чему это отсылка, буду благодарен. Так, а здесь что? Брезг относительно большой водородной гелиевой газогена. 1500 лет, когда завершилось восстание Грога, командующий военно-космическими силами турианцев, выдающийся воин по имени Меркурий, незамедлительно объявил о своей отставке. Он исчез исследовательской на области галактики. Лишь 200 лет назад его корабль был найден на поверхности самого крупного спутника Красивого. Корабль совершил ударную посадку, снестя оборот чипа уверенно. Следов адмирала Метода, однако, найден. Тоже, наверное, отсылка к какой-нибудь космической саге. К сожалению, не все. Я знаю. Далеко не всю фантастику. Если кто-нибудь узнает какой-нибудь из книг или рассказов или фильмов, то значит, кстати, в комментариях. Видео когда-то появится на YouTube. Если вы сейчас не напишите мне в чате.
беспилотный облом. Чего так красиво мрачно, прикатывает, забывающий. О, вот это красота. Смотрите, какая пиксельная поверхность. Нет, красиво, красиво. Началось горы. Управляем Мако. Знаете, в чем просчитались разработчики? То, что они сделали передние колеса со своей тягой. То есть, когда ты и так управляешь за счет нажатия педали газа движения вперед, а еще когда колеса добавляют свое движение, из-за этого просто резкий поворот, который делал там просто. Зачем делать? Просто бы сделали поворачивающие колеса. Да, он был бы не таким юрким, скорее всего. Но не было бы таких перекосов, когда он ездит по горам. Господи. Улучшение 4-го уровня стали попадаться. Исследовательская станция. Поехали на исследовательскую станцию. Миллионы и миллионы хасков. Сколько здесь зубов дракона.
Ух ты! Штурмовая неплохая выпала, Гарус. Наслаждайся. И выглядит она уже повеселее. Далее, а тебе классный дробовик. Пистолет Шепарда, Стингер 5. Однако. Снайперка Гарус, уравнитель. Уравнитель. О, это будет получше. Легкая броня, турианец. Хуже. Ну, не верь. Так, а сейчас нам придется сражаться с помощью тараканов. Я так подозреваю. Хаски. Со всех сторон. Что, еще где-то есть? И зачем я их поднимал в меню? Ладно. Разберемся. Что здесь и как. Базу-то мы захватили. Так, да, вот там вот они за теми дверями еще есть. Так, хватит отсюда стрелять, идите там, выкуривайте их. Все, готово? Area secured. Так, тут только ящик.
Возьми-ка ты лучше цунами. Для Рекса появилась бронька хорошая. Тяжелая броня человека. О, хорошая бронька для... О, вундеркинд. Круто. Круто, круто, круто. Продление эффекта, бонус перезарядки. Далее, для тебя пистолет есть хороший? Нет. Тут божество вообще может переработать. Переработать. А, нет. Стингер-то хороший пистолет. Стингер. Хороший пистолет. Наш бывший. Так, ну с засадой мы разобрались. Базу захватили. Что дальше? Зачтут нам это за один из аванпостов или нет? Или это отдельное задание было?
вошкаться. Летим дальше. Это была Ренгри, небольшая бесплодная планета земного типа. Несмотря на достаточно уверенный климат и запасы призыская, где одна из горнодобывающих корпораций не решается, что здесь инвестиции. Приблизительно 10 тысяч лет назад астероид, названный сларианскими исследователями ВАТС, вошел в систему и был захвачен гравитационным полем Ренгри. Сейчас он находится на завершающем участке спиралеобразной орбиты вокруг планеты землетрясения и бури на Ренгри, из-за этого становится все более частым явлением. Через несколько лет они оба небесных тела разрушатся в результате гравитационного взаимодействия. Вот это вот большая гигантская луна была, астероид, который ушел в гравитационное поле. Ясно. А здесь не видно его, этот астероид? Не видно. Летим в систему Валентины Терешковой. Первая женщина-космонавт из Советского Союза. Наверное, вторая из внешних планет системы Терешковой. Это скалистое тело, в недрах которой встречается не представляющий интерес рода и войны. Считается, что Мавинар, как и газовый гигант Салмберлон, образовались слишком близко к Терешковой, был выброшен на границу системы результата гравитационного эффекта. Ясно. Вот он, газовый гигант, тоже ничего интересного. Планета земного типа, атмосфера, которая содержит хлор и криптон. Ну, это уже калька скопирована. Описание планеты. Небольшой водород гелевый гигант, тоже ничего интересного. Атмосфера Батальмуруса очень похожа на атмосферу Венеры с точки зрения температуры и давления. С одним отличием она содержит значительное количество кислорода, как свободное состояние, так и в виде диоксида серы. Поверхность планеты имеет высокое содержание магния, встречается залежи углерода, возможно, хотя и маловероятно, что на Патамальрусе идет развитие примитивных форм жизни. Разве это тяжелый металл, ясно? Более астероидов, что есть. Медальон, еще один. И антибар, на котором это получается всаживаемся. Холодная планета земного... Как холодная планета земного типа может быть так близко к светилу? Очень странно. Так, эти Гарусы и Али. Ой, Гаруса, Урнота, Рекса. На Рекса напялили брони новую. Броню, вооружение, все такое. Рекс. Хищника. Солярис тебе денег и усилители. Средняя броня кровного богонова. Давай. Странно, конечно, ты не выглядишь. А, вот и тебе экзоскелет самый, то крушащий урон. А, круто. Так, поехали. Сначала на аномалию заедем. И я знаю, что там на аномалии нас может ждать. Планета ровная. Кажется, это газовый что-то нажимает.
Как-то он... Почему-то видимость такая ужасная. Странная видимость. Слегка восстановимся. То нам еще с гетами тут сражаться. Что хотите рассказать? Что здесь от молотильщика кто-то умер. Следы оружия гетов частью видны на транспортном средстве трупов людей. Геты были уничтожены молотильщиком, по крайней мере, они получили по заслугам. Ясно. То есть тут и геты, и люди, и все погибли. Британские руины. Британский диск с данными. Так, обломки и база. База и обломки. Кажется ли сегодня слегка ветреная серна? Такая легкая тема. Это слежники, судя по всему, вышки размером с голову, да, если сравнивать с Мако. Потому что это планета не числится в числе тех, которых вредное воздействие внешнее есть. С непогодой и так далее здесь скафандр вполне справляется. Так, нам надо туда, но может даже если Finally, action. World of Tanks, Mass Effect. Колосс пустой дрочер.
That's number 2. Let's hit the next base. Готов. Отлично. Патроны разрывные. Органический патроны. Вот патроны я хочу. Все, можно укреплять. А нет. А, да. Летим в гонку. Будем в него бить. Commander, urgent message from Alliance Command coming in. I'll patch it through. Shepard, this is Admiral Hackkett from Alliance Command. We've got a situation here, and you're the only one that can handle it. How come every time there's a problem, you end up running to me? You're a Spectre, Shepard. And this isn't some run-of-the-mill mission. There's an Alliance training ground where we test weapons and technology in live-fire simulations. One of the VIs we use to simulate enemy tactics in the drills is no longer responding to our override commands. It's gone rogue. Are you telling me this computer is thinking on its own? We're not stupid, Shepard. This is a virtual intelligence, not a true AI. It's not self-aware, and it can't access any external systems. We didn't do anything illegal here. Virtual intelligence support is critical to our military success. VIs process thousands of status reports and react in nanoseconds. No human can do that. We need you to fight your way through the training ground of the VI core and manually disable it. Can't you disable it remotely? Our fail-safes aren't responding. The VI operates on a closed network. It can affect any external systems, but we don't have any direct access to its processes. We could bomb it from orbit, but the damage to the facility would be catastrophic. We'd prefer to have someone shut down the core. Someone like you. I know Spectres answer the Council, but you're still human. You're still part of the Alliance military, and right now we need you. The VI controls all the facility's weapons, drones, and automated defenses. You're the only one that can pull this off, Shepard. Good luck. Ладно, понял. Ледяной карлик, так неинтересно. Вазы пиратские, Магниты более манеры отсутствует, поэтому развязка создастся орбитальной линии возможности частицы звездного ветра, сидящей от Луны, попадает в свою поверхностной атмосферы или зелень, мятный, бело-зеленый оттенок. Ясно. Записи материала подошли. Так, это место высадки. Планета земного типа природных условий, которые схожи с тем, что были на Земле несколько миллионов лет назад. Горячая влажная атмосфера состоит из основной азота и кислого газа. Часть поверхности планеты простейшими мошенниками, водорослей, причем распространение продолжается. Если случится катастрофа или мошенничание, полетят в атмосферу плазменную, подобие земной смеси азота и кислорода за несколько тысячелетий. Если жнецы все-таки всех уничтожат, возможно, это планета станет следующей колыбелью цивилизации. Так, Эшли, погнали с нами.
войска. А, это всего лишь аванпост. Аномальный сигнал. Что же мы поскорее Так, где он? А тут надо уничтожать корабль гетов, я понял. Так, сколько это? 2 из 3 или 3 из 3? 3 из 4, точнее. 4 помощи. Потом откроется 5-й, главная база. Интересно. Всего типа американская Маджи обращается вокруг двойного гиганта Вамши Аку в базе спектрального класса А4111, температура которой вдвое меньше температуры Солнца. Вамши В, старый красный гигант класса М5111, размер которого в 217 раз превышает размер Солнца. Только атмосферный слой лучи состоит из метана и угарного газа. Заменитель лишней системы термина иногда проводит романтические соревнования, забрасывая на планету рабов, заложников, орудующих членов экипажа, а когда хочется особых развлечений, опасных животных. Посмотрим, что там. Талик.
продолжаю таскать с собой и возьму с собой Лео. Полезно ископаемый достанем. Поедем. Так, тут они по дороге на базу расположены в рынке. Вот. Можно по одному цеплять. Для манчкинов есть маленький совет. Доводите турель до состояния ваншота. Вылазите, взрываете. Опа, и уровень. Но это опасно. Можно не подсчитать. Ракетка вылетела. Все, погнали. Да, такой чит маленький. Просто вот для сравнения 126 опыта, а если вылезу из Мако, я заработаю 300 с лишним опыта. С одной стороны. С другой стороны, а нафиг оно мне надо? Оно и так и на квестах, и на дополнительных заданиях. У меня уже такой уровень. А мы еще к сюжетке не приступали толком. Какой, кстати, уровень? 21. Да не надо мне это все. Хватит, бросок он лучше второго уровня открывай. И электроника. А, я обучение спектров продолжу потихоньку. Вон уже напарник по одному очку опыта дается. Лети! This is odd. I would have expected one of these outposts to be a main base of operations for the Geth incursion into this region. Hold on.
This receiver's picking up some kind of transmission. Based on the signal strength, I'd say it's coming from inside the star cluster. It must be a message from the primary Geth base. We can use the signal to lock onto its location and eliminate them. It must be a message from the primary Geth base. We can use the signal to lock onto its location and eliminate them. Ясно, тут где-то основная база Гетта, значит, есть. Вот на скоплении, как я говорил. Что она будет. Погнали ее. Найдем. Так, здесь. Гриссом, Гагарин. Вот там, Гриссом. Кстати, Гриссом. Интересно, не здесь ли находится Гриссомская академия знаменитая? Или Гриссомская академия это какому-то знаменитому товарищу. Разведка, редкоземельный элемент, астероид. Вот он, водородный гелевый гигант. А здесь вот Солкрум, это куда надо будет высадиться, ясно. Крупнейший после газового гиганта Нотанбан. Нотанбан! Зирукс. Попытки исследовать Зирукс закончились потерей небольшого количества автоматических зондов. Результаты расследования показали, что во всех случаях виной была механическая неисправность или ошибка в расчетах. Ну, конечно. Несмотря на это, в экстранете распространено мнение, что виной всему образцы нанотехнологий, созданные тысячелетиями назад, расы более развитые, чем протеане. Согласно этой теории, кварцевая пыль на Зируксе — это роботы-разборщики, которые периодически активируются для самозащиты. Несмотря на то, что ее отрицают все признанные ученые, теория приобрела популярность благодаря сенсационным публикациям, автором которых является царь по имени Дельса Фортиза. Крупное месторождение бериллия. Так, ну высаживаемся на Солкрум. Кто у нас? Оленка еще не выходил. Будет у нас такая технически одаренная команда полностью. Кайден. На, держи страйкер, на, держи. Линия рельсы. На тебе единство. Все. Аномалию сначала разведаем. Потом займемся базой и всем остальным. Можно забраться? Давайте здесь можно будет забраться. Ну ладно. Бам-бам-бам-бам-бам.
Записи матриарха. Так, далее у нас обломки. Красиво. Слушайте. Такой синий, звездное небо. Не, ну, ландшафт, конечно, простецкий абсолютно. То есть планеты, они были, но вот небо сделали довольно-таки плохим. Так, и едем на базу. Ну, смотрите, вот есть здесь, здесь и вот база. А вот в этом месте что? Почему здесь не пусто? Может быть, там еще что-то бывает? Встречается. Какой-нибудь очередной новокильчик или ископаемый залежи. Но кто-нибудь из вас исследовал так планету полностью? Тут еще нету индикатора, на сколько процентов планета-то исследована. То есть все ли, не все ты нашел, везде, не везде побывал, все ли ты. Второй части, по-моему, это исправят. Там и не будет таких покатушек на планетах. Конкретно определенные задания. Не вот это вот все. Баба! Тут же как он. Увернулся. Падение. Всех уничтожили, давайте внутрь. Храбрые воины. Так, что тут у нас? Такая база.
власть. I can't make it. Not without an airlift. В смысле не можете? I'm blocked. Все. Мы уничтожили базу. А это, так понимаю, технологии жнецов уже? Или все-таки гетов? Набор улучшений. Ну-ка дешифруем, что здесь у нас. Наши файлы, содержащие зашифрованные данные гетов. В них может содержаться информация об эволюции гетов современных знаний вариантов. Можно стоит отдать эти файлы тому, кто сможет извлечь из них максимальный вывод. Скачать. Талли. О, где для тебя есть подарок. А, ты же со мной, ты же в курсе. Доберемся до корабля, я тебе его вручу. Так, и что тут у нас? Ага, стилет. Кайден, а ты получай мой стингер. А ты, Тали, а ничего хорошего для тебя, к сожалению, нет. О, есть броня! Наконец-то, Тали, есть броня. Получше, чем Гидра. А ничего так? Тебе идет серо-синим? Тали, что ли, заромантить? Правда, в первой части не получится, так как организмы несовместимы. Ленка, ну-ка, уволю. Знаешь, за что уволю? За то, что ты без шлема бегаешь. Ну-ка, одел. В следующий раз лично башку прострелю. Чтоб не мучился. Раз она тебе не нужна. Message from Admiral Hackett, Commander. Patching it through. We just received your report. Looks like this Geth incursion was bigger than we thought. They were probably preparing for a major offensive in the system. We're increasing patrols in the Armstrong cluster to make sure they can't establish another foothold in the region. Nice job, Shepard. You saved a lot of human lives on this mission. Hackett out. А чё, дали? Не дать? Так, пойду разберусь-ка я со всем отрядом и всех одену-переодену. Кого еще? Вниманием. Кому еще внимание не уделил? Должным образом. Все остальное просто в наглую пачками продам. Ну, у них гель есть. Просто его в него перерабатывать долго, проще продать. Ой, ты там-то. What do you want, Shepard? Why did you become a mercenary? Lots of reasons. Such as? Such as,
I needed to get out of our system. I needed to eat. I needed to survive. Why not stay and help your people? I tried to help. That's why I had to leave. Интересно. What happened? I was betrayed. I was head of a small tribe. We were trying to restore order after the war, but the other tribes were against us. They followed Jared, one of the few warlords who survived the war with the Turians. But he was old, and so were his ideas. He wanted to continue the war. He wanted us to fight. Turians, Solarians, each other. It didn't matter who, as long as we were fighting. И... What did you want? I just wanted Jared to shut up, to stop his ranting. I wanted him to stop leading the tribes astray. But he couldn't understand how much things had changed. We didn't have the numbers to go to war. Even if we did, the genophage made sure we couldn't replenish our numbers fast enough. I told them all to forget about war. We needed to focus on breeding, at least for one generation. And for a while, we were getting through. Some of the tribes started coming around. I take it the warlord didn't appreciate that. No, he didn't. He arranged a crush with the tribes, a meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows, near the graves of our ancestors. The skulls of our dead laid bare to remind us where we come from, where we all go. It's as sacred as any Krogan place can be. Violence is forbidden. It sounds like a trap to me. You must have suspected as much. I did. But when your father invites you to a crush, well, there are some laws that even we hold sacred. Отец? Jared was your father? He was. Until that day. We talked, but we didn't get anywhere. When it was clear that I wouldn't join him, he gave the signal. His men leapt from the graves of our ancestors like Krogan undead. The few that were loyal to me died quickly. I escaped with my life, but not before I sank my dagger deep into my father's chest. That is why I left, and that's why I'll never go back. You must have family other than your father. Don't you miss them? You're trying to make me cry, Shepard. I've got some unfinished business with my family, but that's all. Какое? What kind of business? Before I left, I made an oath to my father's father. I swore to recover my family's battle armor. It was taken from him after the uprising. Где же они? Who has it? Originally, it was taken by the Turian military. We weren't allowed armor or weapons after the war. Now, it's in the hands of Ton Actus, a Turian scum who collects relics from the war. He's made millions selling Krogan artifacts that were stolen from my people. He's got several bases where he stores his goods, all fortified and guarded. I just don't know which base has my family's armor. Just tell me where to start looking. I'll upload the data to your nav system. But Commander, I want to be there when you find him. So long, Rex. Shepard. Маленькое задание Рекса. Так, тебе ничего из этого, я так понимаю, не надо. Да, у тебя все хорошо, все замечательно. Яра. Все. Яра, все. Так, у тебя тоже и дробовики, это и... Единственное, что я тебе кинетический буфер, щиты, точность совершения времени восстановления. Кинетический буфер воткнул.
хищника. Так, у тебя и так лучше. Кайдена я уже экипировал. Так, пистолет у тебя. А вот, пришли хорошую пушку. Хищника воткнул. Стабилизатор стрельбы и патроны. Патроны. Замечательно. Так, снайперка у нее хорошая. Ну, лучше. Так, стабилизатор стрельбы и... Ну, пусть будет протонный. Через щиты будешь стрелять. И... Ладно, все так. Всех снарядил. Давай поговорим. Может, что-нибудь скажешь хорошее? Commander? What's your opinion on the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? I'm not sure I believe it either. That makes sense. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. Do you have a few minutes to talk one-on-one? Sure. I was just watching some mail from home. Oh, before I go, we saw Caden in a news vid about the Normandy. He's cute. Later, sis. Let's pretend this never happened. Are you interested in the Lieutenant Chief? Of course not, sir. Fraternization is against regulations. What's up? You didn't come by to eavesdrop on family mail. Your family seems to be important to you. Yeah, we've always been Ладно, не close. буду Me and my говорить sisters напарник, especially. купить напарник. With dad on duty so Средний much, вариант. I had to help mom raise them. Расскажите о доме. All over. We transferred a half a dozen times before I finished grade school. You go where personnel command sends you, right? I guess that's why I'm so tight with my sisters. We'd have to leave all our friends every 2 or 3 years. Вы воспитывали After своих helping сестер? raise them, your sisters still talk to you? Amazing. Things were tense between Sarah and me for a while. Then we bonded. Расскажи. Sounds like a story. Feel like sharing? Sarah got herself a boyfriend who wanted to go faster than she did, Mike. I didn't think he was a bad kid, just pushy. Lynn would send me these worried vid mails, and I'd tell her to relax. Where were you when this was going on? I was on active duty. Sarah's graduating high school this year. This was only a couple years back. They were on Amaterasu. At the time, I was assigned to Chernobog. Same cluster, but a dozen Hawaii away. Close enough to talk regularly, too far to make it back in an emergency. I couldn't afford a fast packet flight. Sounds like that situation didn't last. Mike thought they'd go for a romantic walk in the woods, because he figured it was past time they did the deed. She levered Mike face first into a tree and left. Didn't have a scratch on her. Good thing Mom and Dad had us all learn some kind of self-defense. I took emergency leave and walked Sarah to school for a few days. Why didn't you tell the police? She said it wouldn't solve the real problem, and she and Mike would both become household names. It was a small colony. I said it was her call to make, that we should let her do it her way. Mom was pretty pissed about that. Надо думать, да. В праведном гневе, You скорее said all всего, of your было. sisters learned self-defense? Lynn did pistol practice, but didn't like it. She's kind of nervous. Sarah took Aikido. Abby decided to learn the sword. She always was a little weird. Likes big skirts and tops you have to tie her into. They do great things to her figure, though. А вы? So, what did you learn? One of Dad's friends taught me Marine hand to hand. А что Did стало с anything Майком? happen while you were home? My last day out, Mike was waiting for us. Sarah had told her friends, so everyone at school knew what he did. He wasn't happy.
I wanted to snap him in half, but Sarah gave me this look, this let me handle it, I need to do this alone look. She kept her cool, God bless her, as he screamed in her face. She just let him vent. Then he tried to punch her. I swear, she just flowed around him. Next thing I knew, he's face down on the sidewalk, and there's blood everywhere. He missed? When he swung, she wasn't there anymore, and he fell. Ай, дочь. She helped him stop the bleeding and had me call an ambulance. She told the paramedics he fell. Before they took him to the hospital, Mike touched Sarah's arm. I thought he was gonna end up on the ground again. But he hung his head, whispered, "I'm sorry," and started crying. She hugged him. The Williams women are a decisive bunch, Commander. We do things when we're ready. Not before, not after. Where was your father during this? Wasn't your family stationed near him? Dad always wanted to serve in space, but he wanted us to have real ground under our feet. He'd say, space is beautiful, but you can't raise a family there. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I've enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known. Cities of men and manners, climates, councils, governments. I didn't know you liked classical literature. Ulysses was my dad's favorite poem. Every time he shipped out, he recorded me reading it. He had a dozen versions when he retired. Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Dad passed on a few years back. He's probably still watching, though. I thought you said he was dead. You know, from heaven, wherever that is. That's not a problem with you, is it? That I believe in God? Your beliefs are your business. I'm your commanding officer, not your moral compass. I appreciate that, Skipper. I should get back to my duties. Didn't mean to take up so much of your time. Do you have a few minutes to talk one-on-one? I should get back to my duties, Skipper. Rifles don't maintain themselves. I wouldn't mind talking more. Dismissed, Chief. Sir. Да, Уильямс. Commander, good to see you. You've been with CSEC a while. Have you seen much action? Well, not as much as you, but yeah, I've seen some interesting things. I'll bet you have. Anything in particular that stands out? I remember this Solarian geneticist I was sent to investigate. That case was a bit disturbing. What happened? Why were you investigating them? I was tasked with tracking black market trade on the Citadel. Most of it harmless, nothing I needed to pursue. But during the course of my investigation, I noticed an increase in the trade of body parts, organs mostly. We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. You've seen this before on the Citadel? Every so often, some lab sells unwanted parts through the black market. They're not as bad as the cycles. I remember this one L-Corps diplomat we caught in my first year on the job. He was hacking people up and selling their organs. Had the station in a bit of a panic. But this case wasn't that clear-cut. Turns out there was more going on than we first realized. So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was, the match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his liver. After a bit of digging, I discovered this Turian worked briefly for Dr. Salion, the geneticist. So I went to his lab hoping to find evidence of cloned organ development. But there was nothing. No Solarian hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. You're kidding, right? Why would anyone want Krogan testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can increase their virility, counteract the effects of the genophage. It doesn't work, but that doesn't stop them from buying. They'll pay up to 10,000 credits each. That's 40,000 for a full set. Они 4 яйца. Killing out there. What did you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. Good thinking.
Blackies are always easier to scare. Exactly. Though in this case it paid off in a different way. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. We offered to patch him up and he got frantic, freaked out. I ordered a full exam to find out what was going on. Our medics found incisions all over his body, some of them fresh. That was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were test tubes. Walking, living test tubes. So he was growing spare parts in his own employees. Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he harvested them and sold them off. Most of the victims were poor. He'd pay them each a small percentage of the sales, but only if the organs were good. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in. Most of them were a mess, but only on the inside, hidden so nobody could see it. I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. Why not? What the hell happened? He ran, blew his lab, grabbed some of his employees, and headed for the nearest space dock. By the time I found out, the ship was already leaving. He threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway, right? I ordered Citadel Defense to shoot him down, but CSEC headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties. The ship was destroyed, so close to the Citadel. I told them those hostages were dead anyway. We just used them to make more organs. They wouldn't listen. No wonder you hated it there. Those idiots just let him fly away. Yes, they did. I went to Patton and told him what I thought of him and his policies. He said if I didn't like it, I could quit. Well, I almost did. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. A few casualties is a small price to pay to stop someone like that. Yeah, exactly. I mean, those hostages might be wishing they'd died by now anyway. Just wish I could have stopped him. That's all. Do you have any idea what happened to Dr. Salion? I sent out feelers from time to time, hoping to find something. I thought I'd found him a while back. He changed ships and changed his name to Dr. Hart. His idea of a joke, I guess. I told the military, but they weren't convinced it was him. I got the transponder frequency for his new ship, but I just can't get anyone to check it out. I'll check out the coordinates when I get a chance. I was hoping you'd say that. But Commander, take me with you when you go. If it's Salion, I want to be there when you find him. Хорошо, Гарус. Поможем тебе. Looking for supplies? Да. Даже не сколько Let's see what you've новинки, got. сколько старинки скинуть. Продать все. Ну, 300 тысяч. Как с куста. Так, мне нужна хорошая легкая броня. Хорошо, легкой брони нету. Пистолет получше. Тоже вряд ли. Ясно. Я, походу, ничего толкового не бывает. Ну да, мы ж никуда не залетали. Откуда у него обновление ассортимента? Something I can do for you, Commander. Carry on, Adam. Aye, aye, Commander. Shepard, I need to talk to you. It's important. Is something wrong? You know the data you took from those Geth control nodes? The information you uploaded to Alliance Control? I want a copy of it. You want to bring this data back to the migrant fleet? Those files have information that could be vital to our efforts to understand the Geth. It could be the key to helping us reclaim our homeworld. If I give you this data, your pilgrimage is over. You'll go back to your own people. Not right away. I'll stay with you as long as it takes to stop Seren. But my people need this. It'll take years to decipher and analyze the data.
Maybe even decades, but it's worth the time. This information will give us new insight into how the Geth have changed and evolved over the past centuries. Go ahead. Make a copy. My people, I owe you a great debt, one I can never repay. The only thing I can offer in return is what you already have. My solemn promise to stay with you until Saturn and his Geth armies are defeated. I'll be counting on you, Tally. Thank you, Shepard. Героя заработал. Ну ладно. Действительно добрый поступок, помочь ей. Да, я же говорил, Талия, у меня есть для тебя подарок. Пожалуйста, получай. Капитан в хорошем настроении. В хорошем расположении духа. Давай с тобой, Кайт, поговорим и полетим дальше. Anything you need, Commander? What's your opinion on the last mission? Seems like a sweet girl. I mean, if you like the bookish sort. Just remember, Lieutenant. Only by a few seconds, sir. Just trying to get a sense of where They know about the stonewalling you've had from the Council. And what do they think? They're on your side. They're pissed about the resistance we're getting, especially from our side. I'll have a better handle on all of it when my head stops hurting. Or else you'll flare up. Ever thought about going back under the knife? Maybe get an upgrade? No thanks, Commander. One slip and you can't remember your own name. The L2s spike higher anyway. My abilities would drop with pain-free L3s. It'd be a cold day before I turned myself over to a Canadic subsidiary. You distrust them that much? You know the records about the biotic trading out on Jump Zero? They're all classified, because the Alliance made mistakes. After first contact, Kinetics was set up to track Element Zero exposures and develop implants for humans. Once we had an embassy on the Citadel, Kinetics could bring in experts instead of taking it slow. The only experts would have to be aliens. Dead on. Turians, actually. That's why Kinetics kept it a secret. They were afraid of what people back home would think, asking the Turians for help when we just fought a war with them. The Asari would have been more acceptable than the Turians. Yes, but the company didn't go through the Citadel. It would have made Earth look weak, so they discreetly hired some Turian mercenaries. Is there some reason we couldn't learn it on our own? They didn't know where to start. Hell, it took a couple of years to even link biotics and Ezo. Forget trying to get the kids to move stuff. They had trouble just helping them not break their own limbs. And their choice of teachers didn't help much. Get your knuckles rapped a few times, Lieutenant? Yeah, you could say that. Our instructor was a Turian by the name of Commander Vernus. A real hard-ass. He basically had a free pass to break us if it would turn out a decent biotic. Kind of spiraled from there, Commander. Sounds like a classic drill instructor to me. The ones at the Maco boot camp were brutal. Vernus didn't just push us because it was effective training. He liked it. Anyway, this is ancient stuff. I walked it off a long time ago. I should get back to my duties, Commander. We're here to make history, not rehash it. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Ладно. Несчастный ты наш. Yes, Commander? Is that... I should go. Goodbye, Commander. Yes, Commander. Goodbye, Commander. I get the feeling you want to ask me something, Commander. Maybe we could pick up where we left off. You were telling me about your interest in the Protheans. Actually, I think I was talking about my interest in you, and making a fool of myself in the process. As I said, I am not used to dealing with people, especially humans. I did not really know much about your species when we first met, Shepard. I found it hard to take humanity seriously. Your kind always seemed so rushed and high-strung.
So you saw us as some kind of joke? As I said, I was ignorant about your species, but I have been watching you and your crew. I feel as if I have learned a great deal. You humans are creatures of action. You pursue your goals with an almost indomitable determination. It is an admirable trait, but also an intimidating one. You can't argue with results. No, but there are consequences. Unfortunately, the rest of the galaxy sees humanity as a bully. You run over anyone who gets in your way. It is up to people like you to change their minds, Shepard. Why me? There is a reason the Council chose you to become a Spectre. They saw something special in you. The best of what humanity has to offer. I looked into your history. I know what you did on Torfin. I cannot even imagine how horrible that must have been, but you did what had to be done. Why are you so interested in me? I wanted to know more about you. To understand what made you into the man you are. There is something compelling about you, Shepard. You're interested in me because of my visions. You just want to know more about the Protheans. I admit, your connection to the Protheans had something to do with my initial interest, but it has grown beyond that. You intrigue me, Shepard, but I was not sure if it was appropriate to act on my feelings. I thought there might already be a relationship between you and Chief Williams. I care about Ash. A lot. I thought so. Still, I feel as if there is also some attraction between us, Shepard. You're right. There is something between us. I knew it, and I knew you felt it too. But does this not seem rather strange? Why do I feel so close to you? We have only known each other a short time. We are from two different species. We have almost nothing in common. This makes no sense. Quit thinking like a scientist. Logic doesn't work when it comes to relationships. Just let yourself get swept up in the storm. You make it sound so chaotic, so dangerous. A little danger makes things exciting. This is all a bit overwhelming. I am not used to this. I need some time. Take all the time you need, Liara. I'll be here. Thank you, Shepard. Let's just talk about something else for now. I should go. Goodbye, Shepard. А чем мне выиграл углом? Нет, я пошел. Я наболтался. Ладно, поднимемся наверх и рванем дальше. Санитариум наконец-то разобрался, места свободного полно, денег полно, если что, потом, может быть, сейчас даже, не, на цитадель я после всех миссий вернусь. Message coming in. Patching it through. I've received some troubling information, Commander. We need your help. Someone is killing former Alliance scientists. There have been 4 deaths in the past month. Former scientists. Sounds like someone has a project they'd like to keep secret. All 4 scientists worked on a classified project on Akuz. There was a brutal massacre there years ago. An entire unit was killed by thresher maws. It was classified as a natural hazard, but the project dates coincide with the attacks. That can't be a coincidence. There was one other scientist on the project, Dr. Wayne. I'm transmitting his last known coordinates. Good luck. 5th Fleet out. Кольцо после появления
появившийся после удара касательно. Месторождение газа. Ну, конечно, газовый гигант, что тут еще может быть. Клин кори, холодный, скалистый. Известно тем, что право на нее предъявил симметричный волос миллиардер по имени Кума Шоу. По утверждению явилось высшее существо и велело искать потерянные гробницы зданий света. Эти здания якобы были сотворены на заре времен, чтобы защитить органическую жизнь от синтетических машин и дьяволов. Шоп ведет раскопки на токсичной поверхности Клинкори уже 20 лет, что обходится ему очень недешево. Ни одно из правительств не посчитало планету достаточно ценной. В витринах матриарха Делитайки здесь орбита транспортника постепенно сожжает слабо, не связь. Там ничего интересного не написано. Все еще все искупает, потом заеду на базу. А потом сразу после из базы уже на нормальный вопрос. Не 15 больше. Кто тут у нас? Что, вы на нас не пойдете? Бабах.
You must. I've lost shield. Shields! Oops. Сохраню здесь.
Эшли. Стреляй херни. Все? Отлично. Фух. Со второго захода кое-как справились. А сейчас было похоже на то, что трудная сложность. То до этого как будто бы легкая прогулочка была. Так, рейку хуже, да? Отлетали самое то. Сколько всего мы подбирали. Целенчик лишний будет. Гранат только нет. Гранаты постоянно заканчиваются. Ладно. Гранаты потом восполним где-нибудь, как-нибудь. О, огненная буря. Нет. А для Эшли? Да. О, есть снайперка хорошая, появилась на Гената. Довольно-таки мощная, по крайней мере. Так, гидру сразу в неделю. Скорпион на продажу оставим. Турецкий какой-то. Так. Stay back! I've got no grief with you. All I want is this bastard.
Please! He's a madman! Mr. Toombs, you're insane! You need help! It's Corporal! Corporal Toombs! You don't get to lie! Not today! Today it all comes out! Lower your weapon and step away from the doctor slowly, or I will fire. You fire, and there's a good chance my gun goes off. You'll be wiping your scientist friend off the walls. Toombs is clearly crazy! Please, officer, help me! You think I'm afraid to die? All that matters to me is killing the man who ruined my life! Ну, расскажи поподробнее. Что случилось? What did the doctor do to you, Corporal? We were on a cruise. When the Thresher Maws hit, my entire unit was wiped out. The Thresher Maws, the scientists were studying them. They let them hit our unit just to watch. I woke up in a holding cell. The scientists were delighted I'd survived. Now they had someone to run tests on. You're killing them because they killed your unit. You can't believe Toombs! He doesn't have any proof! I demand a fair trial! Ever had Thresher Maw acid in your veins? I have. They wanted to see what it would do. They're part of some organization, Cerberus, that runs secret tests like this. They treated me like a lab animal. This is justice. This man deserves to die. So, are you going to kill me or not? Corporal, if you kill him, you're a criminal. But I'm a Spectre. Nobody will question me. You can't kill me. You don't know who you're dealing with. He killed my whole unit. I have to take him down myself. It's the last thing I have to do. No. The last thing you have to do is keep going to show these bastards who won. А вот с такими ребятами я не буду мило разговаривать. Цербер должен знать, как я с ним поступаю. Maybe the screaming will stop now. I don't know. All you can do is keep going. Joker, tell the Fifth Fleet we need a ship for pickup. Aye, aye, Commander. Так, а что мне не дали комнату обыскать? Взяли, выгнали. Мой внутренний манчкин негодует. Как так взять и выкинуть? Я ж Спектр, никто не может со мной так поступать. Выбрасывать из комнаты. Эх. Не считаются с моим мнением нисколько. Так, и что тут есть интересного? Ага, просто открыть, закрыть монитор. Больше ничего. I'm right here. Say the word. Так, уровень. Давай, единство последний уровень возьмем. Будем качать. Медицину. Недаром меня из той комнаты выбросил, там реально ничего не было. Надо будет в следующий раз верить искусственному идиоту. Ну или создателям игры, точнее. Если не дают обшарить, значит и нефиг там ничего шарить. Мониторчик потыкай. Я делаю это специальное издевательство для таких мачкинов. На, хочешь проверить? На, потыкай монитор. Ладно, все, погнали с этой чертовой планеты.
Message coming in. Patching it through. I reviewed your report on the situation, Commander. It's unfortunate Dr. Wayne ended up dead, but based on your report, your actions were understandable. Corporal Toombs seems to have found some closure. Hopefully with therapy, he'll have a normal life again someday. Thank you again for your assistance, Commander. Fifth Fleet out. Ньютон, держи. Держали у нас... Держали, по-моему, у нас Рекс, да? Нет? Да? Нет? Нет, он в Аргусе. А здесь, значит... Держали Карус. Да. Значит, сюда берем Каруса. Что здесь вообще ничего нет. Вообще. Погнали на Фидели. Значит, Гару стали подтвердить, погнали. Гару стали подтвердить, погнали. Так, сейчас тут будут проблемы. Сейчас тут будут проблемы. На, иди сюда. Все, очнулся Гарус. Погнали дальше. Значит, подопытные тут восстали. Thank you. Thank you for saving me from those things. Commander, that's him. That's Dr. Saleon. What? My name is Hart. Dr. Hart. Please, get me out of here. Are you sure it's him? Positive. There's no escape this time, Doctor. I'd harvest your organs first, but we don't have the time. You're crazy. He's crazy! Please, don't let him do this to me. Гарус. Put him out of his misery so we can get going. Gladly. Your days of butchering are over, Doctor. No! Please! Please! That was satisfying. Good. Remember that feeling. That's how it should be. I will, Commander.
Well, I guess we're done here. Медицинское оборудование солено пропитано кровью представителей многих рас. Светло-голубой, фиолетовый, оранжевый, во многих местах темно-красный. Но больше никто не пострадает от рук этого безумца. Его карьера окончена. Пора возвращаться на Нормандию. Доктор Салливан. Биоусилители. И хорошие биоусилители, подозреваю. Уни-инструмент лучше. Биоусилитель прям огонь. Слушай, я поставлю вундеркинда. Так, ты получаешь хамелеон. Средняя броня человек. Средняя броня человек. Человек — это средняя броня. Сложность высокая. Ну-ка, попробуем. Что-то как-то легкая, высокая сложность. Ну, это чуть посложнее было. Ну, сколько тут всего мы подбирали. Так, там ничего, а там у нас есть какие-нибудь данные? Нет. Штурмовая винтовка хищник. Так себе. Талий. У тебя лучше дробовик. Пистолеты так себе. Снайперская винтовка. Ясно, короче, ничего особенного. Все на продажу практически. Сюда, вот сюда, да. Выход. Покончили с сумасшедшим ученым. И слава богу, как говорится. Поговорим с Гарусом на корабле сейчас. Поехали в трюм. Так, и сюда. Looking for supplies? Let's see what you bet. Commander, good to see you. Все. Ты не разговариваешь больше. Commander? Do you have a few minutes? I should get back to my duties. I wouldn't mind talking to Dismissed, sir. Ладно. Никто со мной разговаривать не будет. Но почему Гарус ничего не сказал? Это обидно прям. Я ему помог, а он со мной разговаривать не хочет. Синий-синий Гарус на синем корабле. Ладно, все. Убираемся из этого скопления, потом тут сюда вернемся, когда понадобится. Акваркуса, сига-близнецов. Погнали сюда. Век.
Message coming in, Commander. Big surprise. The Alliance needs you again. Shepard, this is Admiral Hackett with Alliance Command. We've got a mission for you. Major Kyle, your commanding officer Torfin, has set up a small compound in the Moki cluster. He's attracted a number of biotic followers. He's become an outspoken critic of the Alliance, and we believe he's mentally unstable. This could be trouble, Shepard. What kind of proof do you have that the Major is dangerous? 3 days ago, we sent 2 Alliance representatives to meet with him at his compound. They've disappeared. We believe Kyle and his followers killed them. That compound is a cult, Shepard. They call him Father Kyle now. He set himself up as some kind of religious leader. You said his followers were biotics? Yes. Major Kyle never showed any biotic tendencies himself, though. I think he's just latched onto a group he identifies with. Many biotics feel marginalized or ostracized by society. Kyle probably sees them as victims who need his protection, and they see him as someone who will fight for them. Unfortunately, he's convinced them that the Alliance is somehow responsible for all their problems. We can't let him go on like this. What were those Alliance representatives going to talk to Major Kyle about? They wanted to bring him back to an Alliance facility for treatment. Major Kyle served us faithfully for many years. We weren't going to abandon him. Given his state of mind, however, he probably saw them as a threat. We're almost certain he had his followers killed them. What else can you tell me about Major Kyle? He's not the same man you served under. He feels responsible for the Alliance soldiers who died at Torfin. His psych evaluations showed he couldn't handle the stress of command anymore. Was given an honorable discharge in early retirement. We'd hoped he would get better in time. Не включила русскую озвучку, мне не нравится, особенно если за М. Шепарда играть, у него голос дебильный абсолютно. Привет, Босарес. Босарес 199. Вы хотите, чтобы я его устранил? We don't want this to turn into a massacre, Commander. Kyle is dangerous. I trust you to use your judgment. Hack it out. Очень интересно, медальон очередной. Лики уединения. Главной частью региона является, без сомнения, великая рельефная долина, простирающаяся все южное полушарие. Примечательно то, что рифт имеет неприродное происхождение, согласно геологическому. Да, это просто... Ну да, почти что так. Это не комната, это веранда на самом деле. Ну да, я вот сейчас смотрю, похоже чем-то. Да, в частном доме просто на веранде сижу, стримлю. Мой кабинет, скажем так, рабочий. Так, ничего интересного нету. Высаживаемся на спутник. Пестров спутник Клентагона. Холодный бесплатный мир. Представляю себе чудовищное испещренный рекорд. Подпускайся. Так, кого возьмем? Талли, ты мне понимаешь? Кайден. Да. Кайден пойдет разговаривать с другими биотиками. This is a private sanctuary. Outsiders are not welcome here. I need to talk to the man in charge. It's important. Father Kyle wants nothing more to do with the Alliance. My name is Commander Shepard. Major Kyle knows me. I have to speak to him. Wait. Father Kyle will speak with you. Head to the building at the far end of the compound. He'll meet you there. Father Kyle says other humans are scared of us because they know we're better than them.
If you try to take Father Kyle away from us, you'll end up like those other Alliance soldiers. Да. Только мы его, скорее всего, не заберем. Мы его либо пристрелим, либо он пойдет с нами добровольно. Biotics can feel safe here. Пока что. Пока что я просто сюда не пришел. Я вас тут немножко обокраду. Everyone looks at us like we're freaks, just because we have biotics. The Alliance sent assassins to kill Father Kyle, but we stopped them. Ассасин, значит. Не просто хотели его лечить, отправить. Лечиться. Ну и взяли их, всех перебили. О. Ну-ка, надо примерить. Такая же. Ну, значит, одевай ты. If you try to take Father Kyle away from us, you'll end up like those other Alliance soldiers. Да. Мне уже угрожали так. Аленка, потом поговоришь. Так, ладно. Мы с открытым забралом идем. I know you, the Butcher of Torfan. Why have you come here, Shepard? Why can't you leave us alone? Что с следователями? What happened to those other Alliance officers? The ones who came before me? They wanted to take me away from here. They wanted me to abandon this place, turn my back on my family. They spoke blasphemy. I did what I could to make their end quick and painless. I had no other choice. It was necessary to protect my children. Only I can keep them safe. The Alliance sent me to bring you in, Major. Can't you see this has gotten out of hand? Don't you understand you're endangering your followers? I respect that you have come under a banner of peace, but I cannot do as you ask. If you take away their father, my children will be helpless. If you don't come with me, all your followers will end up dead. What kind of father lets his children die? No, this was my fault. My children are innocent, pure. Please, I never meant for this to happen. I'm sorry. I don't want an apology. You have to come with me, Major. Wait, if my children see you taking me away, they won't understand. They will attack and you will be forced to kill them all. You have shown me the error of my ways, Commander. Now you must give me time to explain it to them. It is the only way they will understand. Please, give me 1 hour. After that, I will meet the Alliance authorities at the gates of my compound and surrender without violence. I give you my word. I think it would be better if you came with me now, Major. I must do everything I can to keep any more of my children from suffering. This is the only solution. I'm going to trust you. If you betray that trust, you and all your children will suffer. I will not betray you, Commander. Thank you for this. Joker can have the 5th Fleet pick Major Kyle up. I just hope you know what you're doing, Commander. Ну, отлично. Вот и порешали, как говорится. Those other men from the Alliance? Those other men from the Alliance
tried to kill Father Kyle. Да, другие пытались убить. По-моему, нет. Просто у них язык был не настолько подвешен. The Alliance wants to wipe us out. Father Kyle told us. Не, ну почему шаг не сделать Шепарду пошире было? То он еле-еле ходит, постоянно приходится бегать, чтобы хоть как-то успеть эту игру пройти хотя бы там. Ну, не затягивать ее на год. Зачем делать такие долгие перебежки? Зачем делать такой медленный шаг? Кстати, здесь кажется не такой медленный. Что здесь интересно? Если сюда зайду, они будут меня стрелять? Ну-ка проверим. Нет, не стреляет. Да. Другие это не я. Не мы. Я немножко пошаюсь, у вас тут оружие заберу, денежки, кредиты, опыт, если взломать, что надо будет. Ничего страшного, да? Контейнер, модулятор счета, я забираю. Это конфискация. Это компенсация за мертвых следователей. Раскулачивание. А нет, не раскулачивание, да, компенсация. Все на благо Отечества. Пусто, да? Пусто. А, вон там комнатка. Цунами. Хорошая винтовка, видать. Станция первой помощи, аптечка. Панацвенчика собрали. Так, ну все, полетели на Нормандию. Message coming in. Patching it through. Admiral Hacket here, Commander. Your helmsman just forwarded your report on Major Kyle. We sent in a team as you instructed. Kyle's followers have disbanded, and the Major surrendered to us without incident. We'll make sure he gets the help he needs. To be honest, Shepard, I thought this thing was going to end in a bloodbath. I don't know how you did it, but you saved a lot of lives. Congratulations. Это ж я. По-другому никак. Про Аргуса. Хитро. Рекс настало такое время. Сиба. Обычный газовый гигант. А, понятно. Выглядит красиво на приближении. А на отдалении почему-то какая-то другая. Тияр. Крупный газовый гигант. Пустой. Кеннером небольшая скалистая планета. Стал местом победы турецких миротворцев на полководцев Шайгур во время восстания Кроганов. Отряд Шайгур был системной машины. Шайгур была женщиной, поэтому одна из последних Кроганов сражений способна красивый толст. Используя свой уникальный статус, она добился высокого среди Кроганов. Мужчины Кроганы сражались за право находиться в ее отряде. Иметь от нее
потомства. После известия о гибли Агур, многие же жаждущие мести Кроганы дали клятву заплатить за ее смерть кровью турианцев, участвующих в сражении. В результате несколько тысяч турианцев были жестоко убиты вероломным путем или в открытом бою. По сей день многие Кроганы с гордостью утверждают, что в них течет кровь Агур. Ясно. Message coming in. Patching it through. General distress call. Sacred Angel medical transport. Critical system failure. Losing power. Emergency landing. Argos. Communications failing. Life support and emergency transponder. Won't last. Please hurry. Ладно, приземлимся. Поехали на приземление. Так, я так понимаю, здесь должен быть Рекс. Италия. Подтвердить состав. It looks like the signal's coming from that wreckage. Shepard. Yeah, there's a trap! It's a trap! Где-то, да? Так и думал. И все. Валим отсюда. Валим. Че, в Аргуса больше ничего нет? Больше нет. Значит, потом откроется, ладно. Конская голова. Там у нас эта женщина Блейк. Ну, недоверие, вот вам. Она как раз отправит. Что-то есть. Антитара. Есть тара? Господи, кто придумал эти названия планет? Че, все, негде высаживаться? Точно. А вот. Только не даю, да? Ну сюда, видимо, под комнату квеста потом выпустят. А нам, значит, надо не сюда, а вот в Фортуну. Скорее всего, в Фортуне находится. Я дневник не смотрел, просто нет, не помню. Не знаю, не помню. Помню, не знаю. При среде систем корабля Альянса Купе для изучения этой далекоплей было использовано решение небольшой бесплатный дрон. Это небольшой скелетный планет. Ясно.
настолько небольшая, что используется только один дрон. Пиратская эмблема. Холодная планета. Рассмотрим красивое место. Ладно, все, высаживаемся. Будем с Еленой Блейк разговаривать. Так, Гарус. Гарус, у тебя лучше, да, вооружение? А у тебя не лучше броня. Как выглядит живучий? Господи, нет, одевай телохранитель. Нет, вожак, точнее, да. Вожак более или менее. Эту неделю у меня заканчивается запас. А хищники цунами хорошие пушки. Ну вот хищники стоят. Так, там есть ресурс. Я его пролетел. Его практически не видно, так сливается. Ирини. Ну, потом этот Ирини будем собирать во второй части. Сканировать планетки. Чтобы накрафтить что-нибудь интересное. Заберем обломки. Все по старой схеме. Курточек. А тут нету молотильщика случайно. Но где-то он есть. Но я не все убил. Точно нет молотильщика. Если найду.
Ага. Hello again, Commander Shepard. I owe you a debt of gratitude. With my former partners dead, this syndicate is now mine. I could not have done it without you. Those men deserve to die. Now, are we going to have a problem? Not if I can help it, Commander. I hope you can see that I am by far a lesser evil than those men. Under my leadership, this organization will restrict itself to gambling and smuggling illegal technologies. There will be no drugs and no slave-taking for the Batarians. Those days are over. I'm giving you one chance to live through this. Shut this gang down. I cannot believe you place such a high priority on stopping such petty, victimless crimes. If I disband the gang, I walk away freely. I have not come so far to be arrested. I would die before going to prison. I would most certainly kill before going to prison. Now, do we have a deal? You're free to go. I don't ever want to see this gang again. If I do... You won't. I'm not so foolish as to break my word to a Spectre. Now, if you'll excuse me, my men become nervous in the presence of law enforcement agents. Goodbye, Shepard. Пока-пока. Есть что-нибудь полезное? Go. Go. Так, панцелинчик не помешает. Ну, я тебя еще раскулачу, Елена. Да. Аж до 8 тысяч. А, еще оружейный шкаф есть. Не. И раз все, распускаешь банду, оружия тебе не надо. А вот нам в нашей борьбе с Сараном оно пригодится. Ты ведь не будешь спорить со Спектром? Ладно, понял. Пока. Так, что-то еще есть. Траверс неисправный ВИ, ясно, Рекс. Дипломат Азари, следы битвы, британские, записи Азари, ценные полезные ископаемые, каперы. Система
Система отваги. Система отваги, значит, и местное скопление. Вот отваги, да. Здесь корабль надо найти. Поэтому я не нашел планету для высадки. Здесь где-то кораблик, в который могли напасть каперы. Все, и ближайшая планета это у нас здесь высадка. Бери хороший пистолет. Погнали потихоньку. Ой, сколько аномалий. Поехали к первой аномалии. О чем она поведает нам? Значит, у нас подбитый солярянец. Убит. Пытался скрыться. Тоже месторождение иридия найдено. Аномалия. Я подозреваю, здесь еще полотельщик будет какой-нибудь. Это аномалия, это какой-то лагерь. Некоторые места, представляющие интерес. Понятно, нам открылись ископаемые. Так, поехали за обломками. Всегда бы так. Ты ездишь, даже знаешь, что есть на планете смысла. Боится, верно. Вот спутник. Ага. Вот и ты. Я тебя ожидал. Но это было неожиданно. Я даже чуть слегка подтруб.
Все? Включай, до сих пор статическая логика есть. Надеюсь, что ты умер. Cover me. Все. Теперь кажется. Глюк. Однако. Переработаем. Где страйкер? Координатор. Не знаю, посмотрим, проверим. С координатой еще ничего не известно. Так. Модулятор щита, активная ткань. Ляра. У тебя вообще ничего нет. Крушащий урон. Нет, не надо. Модулятор щита, медицинский интерфейс. Медицинский интерфейс. Далее у тебя то, что надо. Так, и вооружение. Кажется, уровень паса 1 уже в таком скафандре, как у нас. Это уже не так страшно.
справляются. Шагающие танки какие-то. Ох, как я уже устал от этих покатушек, ну сразу все сделаю, потом смонтирую на видео, чтобы вы этого сегодня видели. Выложу на YouTube уже выборочные вот это все. Если Лене станет, ну завтра этим займусь. Премьера будет послезавтра на YouTube канале. Так, а тут у нас оператор, значит, база, значит, база вооруженная. Долбит, да? Достижение какое-то? Какое?
must die! Напряженько, но не очень. Так, до шока добрались, подъем прокачаем. Тара сама выберет. Тара сама выберет. Что ими как развивать? Надевайте шифратор. Он лучше. Что тут? Пустой пакет для мусора. Так. Так. Где же этот чувак потерянный? Где же этот чувак? Я так подозреваю за этой дверью. Сидит. Или вот тут. Кодекс обновился. И с одной, так с другой стороны достанем. Линчик. Ладно, нашли тело Уильяма. Зачем они его хранили? Или они типа его убили в спешке, пока мы его спасали? А хотели выкуп получить? Не получилось. Ни нам его спасти, ни им выкуп получить. Ладно, скажем, что он уже был мертв. Мы нашли его останки. Мы ничего не могли сделать. Это все? Нет, это не все еще. Луна. Но на Луну я потом уже после. Луна это отдельная тема, но Луну я полечу совсем после, совсем потом. Вылетаем на цитадель. И на цитадель прибудем на цитадель, там сохранится. И на сегодня это все. Смонтирую ролик и выложу на YouTube. Скорее всего, завтра. Ну все. На сегодня это все. В следующий раз у нас будет цитадель. У нас будет куча разговоров, сдача квестов. Вот. Возможно, какие-то еще побочные задания на цитадели найдем и выполним. А пока